Сегодня за 24 часа я создам несуществующую модель с помощью нейросети и постараюсь заработать на OnlyFans и Fansly, притворяясь, что я и есть эта самая девушка. Смогу ли я найти сервис, который создаст реалистичные фото одной и той же личности? Получится ли у меня добыть клиентов, разоблачат ли меня покупатели и сколько я успею заработать за сутки, все это вы узнаете в этом видео. В последнее время мне пишет очень много менеджеров с идеей о том, чтобы зарабатывать без модели. Работа с моделью — это непростое занятие. Нужно найти подходящую девушку, установить доверительные отношения и научиться работать в команде. И зачем тратить столько времени в век развития искусственного интеллекта, когда реалистичную модель можно создать с помощью специальной нейросети и забирать себе все 100% заработка вместо того, чтобы делиться с какой-то девушкой? Звучит интересно, не правда ли? Итак, первый шаг на пути к заработку на несуществующей модели — это создание самой модели. Необходимо, чтобы нейросеть генерировала одну и ту же модель с разных ракурсов, в разной одежде и в разных местах. Я не специалист в этой области, поэтому в первую очередь нам нужно найти какой-то сервис, в котором будет достаточно простой интерфейс, чтобы можно было быстро во всем разобраться, указать там необходимые параметры и сгенерировать контент с моделью. Я уже слышал, что такие сервисы точно существуют, и сейчас уже почти 11 утра, и я начинаю искать такой сервис. В процессе гуглежа я нашел сервис, о котором больше всего положительных отзывов. Он есть в бесплатной версии, но она ограничена по возможностям, поэтому я куплю месячную подписку за 17 евро. Ну, это полное говнище. Тут нельзя вести запрос своими словами, какой именно должна быть модель. А чтобы настроить внешность, здесь нужно выбирать заранее заготовленные варианты тегов, и даже если всегда выбирать одни и те же настройки, то модель все равно каждый раз будет разной. И то, что генерируется, это вообще не похоже на фото реального человека. И помимо этого тут еще серьезные проблемы с глазами, с пальцами на руках. И даже когда пытаешься это исправить, результат все равно не сильно лучше. Короче, генерировать разные фото одной модели в разных ракурсах тут не получится. Поэтому мне придется погуглить еще и либо найти другой сервис, либо углубляться в изучение самой технологии, чтобы пользоваться ей без каких-либо платных сервисов. В общем, я не смог найти каких-то хороших платных сервисов, которые были бы легкими в освоении и при этом генерировали достойный результат. Поэтому пришлось потратить время на изучение самой технологии и как всю эту нейросеть развернуть на своем собственном компьютере и задействуя уже его ресурсы, создавать фото несуществующей модели без каких-то посредников, типа вот этих вот платных сервисов, которые ограничивают возможности самой нейросети. И чтобы упростить и ускорить генерацию контента, я принял решение брать за основу чужие реальные фото, где композиция самой фотографии, антураж, поза модели примерно похожа на то, что я уже хочу получить. И через нейросеть можно эту фотку обработать так, что по сути она сохранит черты оригинала, но при этом будет уникальной, потому что там уже будет моя несуществующая модель. И это позволит мне использовать позы и наряды, которые имеют самый высокий показатель просматриваемости у аудитории. А также такие референсы серьезно облегчат работу нейросети, ведь ей будет легче рисовать, отталкиваясь от каких-то паттернов, чем создавать все это с нуля. И вот сейчас я нашел подходящее по композиции фото. Я просто выделяю лицо девушки, чтобы нейросеть изменила только лицо, а остальное фото при этом оставила нетронутым. Нажимаем «Генерировать». Ну, такое себе. Пробуем еще один вариант обработать. Открываем. Да. Это вообще ни в какие ворота. Даже волосы не похожи на оригинал. Понятно. Это все просто жесть. Так, короче, мне нужно еще минут 20-30, наверное, погуглить,
понять, в чем мои ошибки, из-за чего конкретно вот такой вот кривой результат у меня получается, и как все это можно исправить. В общем, проблема оказалась чуть глубже, чем я думал, и дело было не просто в моей какой-то одной мелкой ошибке, а скорее в моем глобальном непонимании принципов работы интерфейса. И я почитал заметки на GitHub, почитал статьи на эту тему и сделал даже для себя конспект о том, как все это работает, какой параметр за что отвечает, и теперь уже проверил, что все действительно работает как надо, и сейчас я вам покажу, откуда готовится нападение искусственного интеллекта на OnlyFans рынок. Ну вот, сейчас мы сгенерируем более качественный вариант. Ну вот, в общем-то, у нас уже получилось практически уникальное фото. Но нужно немножко дорисовать лицо, потому что оно не совсем отображается так, как мне хотелось бы. Да. Вот это то, что нужно. У нас было оригинальное фото, и в итоге получилось что-то совсем другое. Таким образом, мне удалось создать достаточно большую коллекцию контента, который я смогу разместить на Fansly и OnlyFans. И у меня еще останется контент для привлечения трафика на эти страницы. Ну а теперь начнем с оформления страницы на Fansly. Так как эксперимент распространяется только на 24 часа, заполнять профиль я буду немного не так, как обычно рекомендую своим рефералам. И здесь не будет никаких месячных подписок. В первую очередь установим баннер, аватар нашей модели и напишем какое-нибудь элементарное био. Первый пост я планирую оставить в закрепе. Он будет таким нестандартным вариантом приветственного поста. И его цель будет заключаться в том, чтобы сподвигнуть читателя на личную переписку. Следующий пост будет затрагивать геймерскую тематику, и это довольно распространенная сфера клиентских интересов, и поэтому нам нужно будет на это надавить. Следующий пост будет платный, в него я помещу более откровенное фото и загружу цензурный вариант на обложку. В текстовой части напишу пост, который немножко прольет свет на личность модели, ее проблемы, комплексы, трудности, через которые пришлось пройти в жизни. Кстати, скоро я выпущу видео, в котором более подробно разберу работу с постами, используя метод волн, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А вот, кстати, скрытые теги вернулись. В этом посте я хочу раскрыть еще больше личной истории модели и немного навернуть драму, чтобы слегка задеть какие-то струнки души наших будущих посетителей. И прогреть их еще сильнее перед тем, как они пообщаются со мной в личке. Таким образом, продавать в личке будет гораздо легче, и можно будет делать это на куда большие суммы, чем если бы этих постов у меня не было. Ну вот и все. А дальше просто скопируем все это на OnlyFans. С оформлением профилей мы закончили, можно приступать к привлечению трафика. И для этих целей я буду использовать Reddit. Важное включение: со страницей на OnlyFans мне уже пришлось распрощаться. Мне пришло замечательное письмо счастья, в котором говорится, что моя страница уничтожена в связи с нарушением правил сайта. И при попытке ее загрузить также возникает сообщение, что такая страница недоступна. На самом деле я ожидал подобного исхода, так как OnlyFans довольно быстро вычисляет несоответствие между внешностью человека в контенте и внешностью человека, который только что проходил верификацию.
И если это разные люди, то страницу оперативно либо блокируют, либо уничтожают. А к новым аккаунтам, которые только начинают публиковать контент, уделяют особое внимание. Но ничего страшного, именно по этой причине я в первую очередь регистрировал Fansly, с которым мы сейчас и продолжим работать. Я особо не надеюсь, что кто-то успеет прийти с внутренних рекомендаций Fansly, потому как до конца эксперимента осталось не так уж много времени. Именно поэтому я решил привлекать трафик с Reddit, и сейчас я быстро оформлю свой старый профиль на Reddit, добавлю туда ссылки и начну публиковать промо-контент. Ну вот и все, профиль оформлен, и сейчас можно будет публиковать первые посты в сабреддиты. Обратите внимание, что заголовки для постов в сабреддитах я пишу не случайным образом. И скоро на моем канале также выйдет видео о том, на каких именно принципах строится создание заголовка к посту в Reddit, чтобы привлечь как можно больше платежеспособной аудитории. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ну а если вы хотите узнать все нюансы более углубленной работы по привлечению трафика на Fansly, OnlyFans с помощью Reddit, YouTube, Instagram, TikTok и Twitter, то по ссылке в описании можете ознакомиться со списком глав моего курса. И если вас интересует эта информация, то я рекомендую не откладывать покупку на потом, потому как я постоянно увеличиваю цену по мере добавления новых глав. Ну а теперь посты опубликованы, остается подождать первых апвотов и посмотреть, какое количество подписчиков это принесет. И тогда можно будет приступать к продаже контента в личных переписках на Fansly. А сейчас я буду собираться на тренировку, и она займет у меня вместе с дорогой где-то 3 часа, и я надеюсь, что за это время какие-то первые результаты уже появятся. Сейчас прошло примерно 30 минут с момента публикации постов на Reddit, и апвотов они практически никаких не собрали. Но тренировка будет длиться где-то 1,5-2 часа, и за это время я надеюсь, что хоть какой-то охват на Reddit удастся получить, хоть какие-то минимальные апвоты. У меня просто катастрофически не хватает коммент-кармы для того, чтобы запоститься в тех сабреддитах, в которых, как мне кажется, конкретно эта модель могла бы лучше всего залететь. Поэтому пришлось поститься там, где, в принципе, могу. И если буду набирать еще и коммент-карму, то, мне кажется, времени у меня просто не хватит. На это может уйти часть вечера, и тогда я вряд ли успею что-то продать. Но сейчас у меня будет еще вечер и ночь, чтобы сделать какие-то продажи. Так что, в принципе, я думаю, укладываюсь. Результаты чуть лучше, чем я ожидал. Ну, интересно будет посмотреть, сколько подписчиков перешло на Fansly, но это уже по возвращению домой. Итак, за то время, пока меня не было, произошли небольшие изменения. Посты на Reddit начали набирать апвоты, получать охваты, и это уже дает свои небольшие плоды на Fansly. Там начала зарождаться активность, пошли первые лайки и подписки, поэтому сейчас я с чистой совестью могу взять перерыв на ужин, но после начну затяжной марафон по продаже контента в личке, вплоть до самого финала эксперимента. И посмотрим, какую сумму мне удастся заработать. Но тут важно отметить, что у меня нет видеоконтента, поэтому ту схему продаж, которая является самой профитной, реализовать не получится. Но ничего страшного, генерировать правдоподобные ролики нейросети еще не умеют, поэтому будем обходиться тем, что у нас есть. Это небольшое включение по результатам первой переписки. Тут я начал общение от лица модели, нигде не сообщаю о том, что модель искусственно сгенерированная, так как большинство клиентов приходят на эту платформу именно для контакта с живым человеком.
И так как я не планирую долгосрочно работать с этими клиентами, я продаю им, как только вижу, что мне есть за что зацепиться, для того, чтобы перейти к продаже. Вот. И тут клиент сообщает, что он любит кататься на велике по горам и ходит в тренажерный зал, и я использую эту информацию, чтобы перейти к первой продаже. А вот и она, первая продажа на $6. Тут важно понимать, что это пробная продажа, которой я прощупываю минимальный уровень платежеспособности клиента. Вы его потом можете пощупать. И, как видите, клиент купил и, более того, остался доволен 2 этими фотографиями. И для меня это зеленый сигнал к тому, чтобы начать раскручивать его на еще более дорогие покупки. В то же время по ходу переписки я периодически просматриваю оповещения, чтобы видеть в реальном времени, кто проявляет активность на странице в данный момент, чтобы писать и этим людям тоже. Например, сейчас уже есть 6 новых оповещений. И так, секундочку. Оповещения пока не прогружаются. Ага. Окей, сейчас попробую залогиниться. Так, я не могу войти в свой аккаунт, и мне на mail пришло письмо о том, что профиль удален из-за нарушения правил платформы. Ну что ж, хорошо, что этот профиль не был верифицирован на мои документы, и другие мои аккаунты от этого никак не пострадают. Но тут самый занимательный момент, что мне даже не предложили предоставить документы на модель из моего контента. То есть мне не дали возможности как-то подтвердить ее реальное существование и тот факт, что у меня есть право на публикацию ее контента. Но на самом деле Fansly очень правильно поступили, потому что по этому аккаунту очевиден был изначальный замысел. И я не просто выложил совместный контент с какой-то моделью, это явно не ситуация, где я выложил несколько постов со своим лицом и несколько постов с другим человеком. То есть это абсолютно чистый пример скама, который не должен существовать в рамках Fansly, где модели публикуют свой личный контент. Но что если объяснить Fansly, что этой модели не существует, и я не воровал контент у какой-то существующей модели, а создал его с нуля? И давайте попробуем связаться с ними и посмотрим, что они нам ответят. Итак, а теперь давайте посмотрим, какой ответ мне пришел. Сводя все к тезисам, Fansly разрешает публиковать контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Но для этого вы обязаны указать это в своем профиле, и что самое важное, ваш контент не должен претендовать на реализм и должен выглядеть как очевидный арт-объект. Больше похожий на что-то вроде аниме-мультфильма, чем на реальную девушку. А значит, совершить продажи будет очень и очень трудно, так как это уже превращается в работу на очень узкую нишу. Ну а теперь самая важная часть ролика. Настало время рассказать, чем мой опыт может быть полезен конкретно вам. Затраченное мной время не стоило своих усилий. Вам придется проделать огромное количество работы, включая работу не только со знакомыми платформами типа Fansly, но и развертывание нейросети на своем компьютере. И даже если вы успеете что-то продать, то прежде чем средства станут доступны для вывода, ваш аккаунт вероятнее всего уже будет заморожен. Но даже если вам повезет и платформа все-таки не заметит обмана, клиенты в любом случае будут просить видеоконтент. И это именно тот контент, на котором делается основной доход. Но я на ваших глазах просто потратил столько времени и не заработал вообще ничего. И проще было бы найти реальную модель и продвигать именно ее, ведь в этом случае у меня вероятнее всего уже были заработаны первые деньги. Намного выгоднее было бы потратить свое время продуктивно, вместо того, чтобы искать лазейки, поэтому продавайте свой контент. Или найдите другого реального человека, чей контент вы сможете продавать. Однако это не значит, что искусственный интеллект совершенно бесполезен, и если вы модель, то вы можете неплохо сэкономить свое время с его помощью, генерируя дополнительный сложный контент со своим лицом. И если это видео наберет 500 лайков, я обязательно сниму об этом отдельный ролик. Ну а если вы действительно хотите идти безопасной и проверенной дорогой, то у меня для вас есть 2 варианта, которые могут значительно сократить ваш путь к достойному заработку. Платный и бесплатный. Про первый вариант я уже упоминал ранее, в курсе я подробно рассказываю о том, как искать реальных моделей, с которыми вы можете работать, как привлекать трафик на их профили и как грамотно совершать продажи в личке. Курс включает в себя огромный список глав и тем, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке в описании, но самое главное, я могу помочь вам вывести аккаунт на доход совершенно бесплатно.
Отправлю самые необходимые обучающие материалы и предоставлю свои консультации. И все, что вам нужно сделать, чтобы получить мою помощь, это зарегистрировать свою модель на Fansly или OnlyFans по реферальной ссылке в описании к этому видео. И написать мне в Telegram сообщение «Привет, я твой реферал». И далее указать ссылку на вашу страницу. И если вы выбрали для себя Fansly, то при прохождении верификации вам также нужно будет ввести код OnlyCash в поле Creator Referral Code. Мой Telegram вы тоже найдете в описании к видео.